Рада приветствовать подписчиков и новых зрителей в своем саду. Продолжу открывать для вас секреты красивых розариев, которые использую и могу с уверенностью сказать: да, это точно работает. Роза аспирин, кстати, слева на экране, перед гортензией Skyfall была. Первую часть советов по созданию розария и про шпаргалку по подбору сочетания оттенков можно посмотреть по ссылке. Вверху экрана я ее закрепила. Сегодня расскажу основные закономерности по подбору роз в розарий. По форме, махровости бутонов и цветов, по сортам роз, сочетание по времени цветения, габитусу куста и самое главное секретное правило, которая позволит совмещать несовместимые на первый взгляд розы. Так, оказывается, тоже можно делать. Именно этого мы часто и хотим, да? Чтобы маленькая патиорозочка подружилась с огромным шрабом. Согласны? Это правило поможет вам легко понять, как можно сделать и посадить их рядом. Расскажу на примере из моего сада, и все соседи будут просить вашего совета. Помоги мне подобрать, пожалуйста, розы, не могу придумать, что и как. Просьба поставить лайк и подписаться, чтобы нам не потеряться на просторах интернета. А я начинаю. Гармоничное сочетание по сортам. Идеально, я уже об этом говорила, посадить монорозарий. Одного сорта 5, 7, ну и больше кустов. До 15 можно на одну клумбу. Смотря какая клумба, конечно. Но часто этот прием не работает, потому что мало места в саду, к сожалению. Но мы же не ищем простых путей. Нам надо так заморочиться, чтобы ночами снились одни только розы. Как их между собой сложить воедино? Замечали за собой, что стоя в некоторых розариях, возникает ощущение как бы беспокойства. Что-то режет глаз, а непонятно что. Это дисгармония роз по сортам и по цвету. Например, даже если красный цвет ваш самый любимый, не стоит сажать в один розарий много оттенков красного. Чисто красные розарии вообще вызывают неоднозначные ассоциации, это доказано учеными. Красный самый сложный цвет считается, и с ним очень важно не переборщить. Если у вас уже есть чисто красная клумба, все легко исправить. Добавить белую розу, и все остальные с ней подружатся. В первой части я рассказывала про белый цвет, это базовый цвет, как и зеленый. В маленьких садах вообще надо аккуратно миксовать сорта роз между собой. В маленьких садах особо взгляд не перекинешь куда-то, и сладкий фруктовый салат из роз, близко посаженных, вызовет не восхищенный взгляд гостей, а совершенно противоположное чувство. Гостям захочется поразглядывать обыкновенную тую у входа на участок, а не розы. Как ни печально будет хозяйке. Сочетание роз по габитусу куста. Тут следует соблюдать ярусность роз. Ну, в принципе, и все в саду ярусами у нас посажено. Шарабы и невысокие плетистые сорта мы сажаем на второй или третий план. Флорибунды и чайно-гибридные на второй или первый, смотря сколько рядов роз у вас. А почвопокровные на первый. Но тут надо помнить, что больше 3 ярусов в розарии вообще не стоит сажать, а идеально будет только 2. Так легче подобрать розы между собой и не начудить с цветами. И проще уход. Попробуйте-ка среди огромных трехрядных кустов походить, поубирать, побрызгать их.
Некоторые почвопокровные розы вообще самодостаточны. Например, у меня вот аспирин, который у входа, он уже занимает пространство 1,20 м, 1,30 м на 1,5 м. И к ней, к этой розе, я вообще ничего не планирую добавлять. Аспирин, конечно, может удивить иногда, но его можно обрезкой держать в узде. Чайно-гибридные розы из-за их размеров куста в маленьких садах лучше сажать на прямоугольных клумбах близко друг к другу, потому что чайно-гибридные зачастую, но не всегда, узкий куст. Или вдоль дорожек. Для круглой красивой клумбы чайно-гибридных роз надо много, не меньше 9-15, ну имейте это в виду. Но зато чайно-гибридные розы лучше всего украшают букетами комнаты. Поэтому хотя бы 1-2 розочки таких посадите. Если у вас только флорибунды, посадите самый любимый цвет. И дома всегда будут стоять цветы. Значит, еще бывает сочетание по соцветиям и форме бутонов. Тут удивительная такая существует закономерность, как их сочетать между собой. Шарабы, например, шарабы с крупными цветами и большими бутонами сочетать с немахровыми и даже мелкими по соцветиям розочками. Они оттеняют и усиливают на контрасте формы цветка друг к другу. У меня, например, на одной клумбе в ногах у розы Роберто Капуччи 3 куста рядом посажено, потому что очень узкие кусты и высокие. Притаилась почвопокровная роза Перл Миян Декор. При похолодании она меняет цвет с белого на жемчужно-розовый такой. И цвет как бы перекликается, перетекает от одного куста к почвопокровной розе и обратно. От Роберто Капуччи к Перл Миян Декору. Летом я покажу вам это сочетание, соседство. Подружились. Хотя, когда я сажала, я эту почвопокровную розу просто не знала, куда посадить. Так получилось случайно у меня. Ну, хотя лучше всего сочетать одинаковые по форме цветка розы. Густомахровые с такими же густомахровыми. Розы-бабочки с розами-бабочками. Не махровые это розы. Чайно-гибридные с классическим бутоном с такими же. Ну, потому что с разными формами бутонов сложно подобрать сочетание. Кстати, при составлении розария не забывайте про розовый цвет, он сложный тоже. Потому что бывает розовый холодный и розовый теплый. Холодные это с оттенками сиреневого и голубого уходят, а теплый уходит к оранжевому и ярко-розовому. И они между собой совсем не дружат. С розовым тоже надо быть внимательными. Ну и мы постепенно перешли к самому главному правилу. 1+1, как в кино. Удивительное, кстати, правило. Я его совсем недавно узнала. Правило простое и в то же время гениальное, как изобретение колеса. Когда узнала, думаю, как я сама не догадалась про это. Работает оно со 100% точностью по совместимости роз. Я его уже применила на одной из клумб и, честно говоря, впечатлилась результатом. Правило такое. Надо при составлении розария и подбору сортов для новой клумбы, чтобы розы отвечали таким условиям. Одно «да» и одно «нет». Одно общее и одно разное. Интрига еще остается, да? Непонятно? Объясню на примере.
Пример будет самый простой, первый, скажем так, уровень сложности, но на нем легко понять суть. Роза Мэри Энн и Чип и Дейл. У меня обе эти розы есть, но я ни обзор их не снимала, поэтому просто фотографию вам показываю. Летом разберем. Практически одинаковые по цвету розы и по форме цветка. Это да, общее. У них это общее. Размер и габитус куста разные. Высокий размашистый чип, у него высота до 1,30 м и ширина до метра. И аккуратненькая чайно-гибридная Мэри Энн, невысокая. Она где-то 70-80 и всего 60 сантиметров в диаметре. Это нет, это разное. И они создают идеальный дуэт. Если посадить в ногах у чипа Мэри Энн, она будет перетекать в другую по цвету и дополнять по размеру. Даже сложно будет отличить, где чей бутон по цвету. Немножко у них по размеру цветы разнятся. У чипа 10-12 сантиметров, а у Мэри до 10. Но новички, розоводы, такие как я, их даже часто путают. Я, честно говоря, не могла понять, что это разные розы. Думала, у меня просто второй чип пересортом попался. Но какой-то он недоросток. Летом посмотрим. Чип – это сильно рослый шраб, а Мэри Энн – чайно-гибридная роза с аккуратными формами. Могу подсказать разницу, какая у них. Осенью видела при старении цветка. Мэри Энн уходит в коралловый цвет, а Чип и Дейл в персиковый. Вот такие загадки. Так, пример второй. Уровень сложности немножко повышается. Две чайно-гибридные розы. Жанна Моро и Wedding Bells. Эти розы тоже у меня есть. Они растут на маленькой круглой клумбе. Жанна Моро и Wedding Bells. Первая, да, это обе чайно-гибридные розы. Обе с густо-махровыми цветами до 100 лепестков. Форма и размерах цветка практически не совсем, но на фотографии вот можно посмотреть и на видео, но очень похожи. По размеру у Жанны 12-13 сантиметров, а у Wedding Bells 11-12. Чуть-чуть, как вроде меньше цветок. Но оставляем немножко на индивидуальность каждой. И одно нет, они абсолютно разные по цвету. Белая и перламутро-розовая. Как сочетать по цвету, я вам уже диаграммы эти давала. Вообще обе розы шикарные. Я этой клумбой не нарадуюсь. Алисиум я еще посадила как компаньон к ним. Шикарно. Белые петунии росли, которые все мне там задавили, эти белые петунии. Так, и вот хочу я третий пример. Предлагаю разобрать самим, подходят ли две розочки друг к другу. Тут три, но я вам предлагаю Анри Дельбар и Гирлянд Амур. Я еще добавила к ним вот это Love Song. Как вы думаете, подружатся у меня они или нет? Все эти розы у меня тоже растет. Пример этот разберем наглядно. Но опять чуть позже, потому что у нас пока скоро Новый год. Еще важно, да и нет в одной композиции, когда будете составлять только по одному разу. А то если начнете да, нет, так можно такого начудить на взрыв мозга от цветов, похожести, разности, и вообще не заснете по ночам, будете их миксовать. Надо вообще отдавать отчет себе, что выбор все равно остается за вами, и никто, кроме вас, не решит, какие именно сорта
и в каком месте высадить. Девочки даже большие любят играть в куклы. Только у взрослых девочек куклы – это цветы. Розы или другие, тут не важно. Составляя клумбы и выращивая свой дивный сад, мы с вами образно меняем куклам наряды и прически. Готовим сад к долгожданным гостям и новым встречам. Сад – это воплощение нашей детской мечты в реальность. Мечта, которую можно потрогать, почувствовать ее аромат и поделиться красотой с другими. Если видео было вам полезно и интересно, поставьте лайк и подпишитесь. Удачи вам в экспериментах и увидимся в моем саду!